Счастье, счастье, красивого счастья. Оформим его вот в такую форму и обнимемся этим счастьем. Сейчас скажу почему. Чудесный аспект увидела, нашла и, конечно же, с удовольствием с вами делюсь. 19 ноября полнолуние. Открывается коридор затмений, который продлится до 4 декабря. Открывается он с Тельца, в Тельце это полнолуние, и ось начинает работать, задействована ось Телец-Скорпион. Вот важность этого полнолуния, в котором делаю для вас вот такое видео. Но есть этого же 19 числа какой шикарный, роскошный аспект, который мы не можем с вами пропустить. Мы не можем пройти мимо, мы не можем его не увидеть. Этот аспект тоже 19 числа, который говорит нам: обрати на меня внимание, посмотри, что творится на звездном небе, посмотри, какой сюрприз я приготовил. То есть это нам говорит наше звездное небо. Такой красивый аспект тоже 19 числа. И мы сейчас с вами о нем поговорим, посмотрим, как он будет действовать, посмотрим, как его применить к себе, как с этим аспектом можно внедрить и впустить его в свою жизнь, и что с ним делать. Аспект чудесный, замечательный. Настолько логично выстраивается все на звездном небе, и это все ты можешь точно так же применить на каждый, на свою частную, личную, private жизнь. Смотрите, что выстраивается. Тоже 19 числа. Вот как это все связать. Полнолуние происходит 19 ноября в знаке зодиака Телец. И открывается коридор затмений, который продлится до 4 декабря. Задействовано, начинает набирать действие свое, включается ось Телец-Скорпион. То есть мы плавно подходим к тому, что открывается вот эта ось. Она только о себе начинает заявлять. Но 19 числа посмотрим, где находится Венера. Почему посмотрим, где находится Венера? Потому что Венера управительница Тельцов и управительница Весов. Но у нас полнолуние в Тельцах. Поэтому смотрим, где находится Венера. Ага, Венера находится в Козероге. А там Венера, мы с вами знаем, там Венера не королевишна, не кокетлива, ничего, там трудолюбивая, осознанная, надежная, серьезная, стабильная. Вот такая Венера. То, что тельцы любят. И вот эта Венера, находясь там, 19 числа, находясь в Козероге, делает роскошный трин, гармоничнейший аспект, делает вот сюда к Урану. Уран стоит в Тельцах, то есть к себе это двойная Венера. Она к себе домой делает трин, гармонию. Делает к Урану, который стоит в Тельцах, и в которых в Тельцах будет полнолуние. Откроется коридор затмений. Чудеснейшая ситуация. Венера наисильнейшим образом. И такая Венера, здесь она к Тельцам делает, то есть к себе домой. А здесь она серьезная, самостоятельная, трудолюбивая, ответственная, надежная и делает к себе домой. Здесь стоит Уран. Посмотрите, как это работает. Вот великолепно, просто великолепно. Еще раз говорю, кто управляет астрологией? Мы сами. Понимая, чуть-чуть применяя знания, которые ты знаешь. Итак, когда такой выстраивается трин, и в этом же знаке полнолуния,
Полнолуние – это завершение. Несмотря на то, что это открывается коридор затмений, это все равно завершение какого-то этапа, завершение какого-то процесса. И открывая коридор, что ты хочешь туда нести? Значит, здесь нужно подвести какой-то итог. Как и по Урану, потому что делает трин гармоничный аспект к Урану. Неожиданно вас может посетить, вот поймите логику, ты это просто осознавать должен. Оно очень следует, оно очень гармонично, вот цепочка это выстраивается. Ты просто это осознавать, понимать, применять к себе. Смотрите, что ты подводишь итог, от чего ты можешь освободиться, завершить, закончить. Ты можешь закончить любые проблемы и переживания, которые у тебя есть, страхи. Вот на сегодня ты можешь, вот на этот аспект ты можешь себе неожиданно, Уран делает к Урану, неожиданно сказать себе: все, я больше не хочу никакой, например, зависимости, или я не хочу никакого страха, который во мне сидит, я не хочу никакого неприятного состояния, внутреннего тревожного состояния. Я свободен, я освобождаюсь от этих страхов, которые меня преследуют. Я освобождаюсь от зависимости. Открывается коридор. Я делаю итог, что я туда хочу нести. А я хочу быть счастливым, я хочу быть свободным, я хочу быть умным, здоровым, красивым. Я хочу иметь отношения. То есть каждый что себе несет туда, что откроет, как откроет этот коридор, с чем туда идет. Поэтому здесь ты должен подвести итог. Причем это будет очень неожиданно для вас. Неожиданно можете получить какие-то бумаги, которые вы давным-давно ждали. Это результат может быть ваших анализов, это результат может быть вашего экзамена, это результат может быть интервью, которое вы проходили. Это результат может быть вы куда-то подавали документы на визу, на переезд, на что угодно. Неожиданно можете получить эту бумагу. Причем, какого бы характера эта бумага ни была, вы ее получаете. Это всегда неожиданно. Но так как это гармоничный аспект трин, это гармоничный аспект, то, конечно, этот результат, даже если он вас как будто бы не устраивает, он все равно положительный. Что впоследствии ты будешь думать: как хорошо, что я не сделал такой-то, такой-то шаг, что мне пришла бумага, что я не могу поехать. Как хорошо, что я не поехал. Если пришла бумага, что и ты поехал, ты тоже скажешь себе: как хорошо, что я поехал. Вот в любом варианте, то есть не поддавайтесь никакой: я экзамен не сдал, мне пришла бумага. Тоже это тоже сюда абсолютно оно не идет на какой-то страх. Не сдал экзамен, значит, я еще раз подготовлюсь, еще раз сдам. Или я другую бумагу получу, в котором будет написано: вы прошли, вы сдали экзамен, или вот так и так. То есть ничего не должно вас выбить из-под седла жизни, на котором ты находишься, на котором ты стоишь. Следующее, что может сделать этот великолепный, чудесный, гармоничный трин, гармоничный аспект, который делает Венера к себе домой. Двойная Венера, усиленная Венера, это материально. Вы можете очень удачную сделать сделку, вы очень можете удачную сделать покупку, вы можете великолепно встретить, очень большая встреча, двойная Венера. И к себе домой делает Венера такой трин, и неожиданно по Урану делает такой трин. Неожиданно ты встречаешь человека. Этот человек может быть из вашего прошлого, может быть из вашего будущего, может быть из вашего настоящего. Это не зависит. Вы можете встретить своего соседа, с которым когда-то жили, вы можете своего студента, с которым вы когда-то учились, встретить человека, который украсит вашу жизнь. Вы друг другу нужны, вы друг другу. Вот по Урану. Это, знаете, как молния как будто сверкнула. Вот вы нужны были друг другу. Это судьба приносит тебя. Судьба тебя сводит с этим человеком. Обстоятельства так складываются, что вы встречаетесь. Вы можете очень неожиданно решить для себя оставить какую-то работу. Работа, которая вам приносит
большой ваш раздражитель, но вы зависимы, вы ходите туда на работу, вы можете очень принять правильное решение. Вот какое вы решение приняли, оно правильное будет, это решение. Потому что стрин гармоничный аспект. Это очень гармоничный аспект. Ну, посмотрите, сколько положительного этого же 19 числа мы можем с вами наблюдать. Да, подводим итог. Да, какое-то принимаем решение. Да, что-то заканчивается. Но что ты берешь туда, в новое, это зависит от тебя. Если ты опять берешь все свои страхи, если ты берешь свои какие-то зависимости, если ты берешь свою какую-то неуверенность, если ты берешь свое разочарование, ты с этим пойдешь. Ты откроешь чудесно коридор затмений и будешь говорить: а как, на меня не работает, астрология на меня не работает, вот так у меня не так. Это все здесь, смотря что ты с собой берешь. Если ты заканчиваешь, если ты подвел итог, и ты говоришь: да, у меня не сдал экзамен, так я еще сдам, я еще раз возьму, через месяц, через полгода возьму экзамен. Ты не говоришь, что: ой, как это так, у меня, я не сдал, это паника, это проблема, это страх, ой, я как не сдал экзамен, а как же я буду. Есть жизнь, есть решение всех проблем. Такого нет, что тебе дана жизнь, и у тебя проблема какая-то не решится. Решаются все проблемы. Один раз не решается проблема, и мы знаем с вами, у каждого в разное время, один раз, никому уже все, никаких проблем у тебя нет. У тебя все, твой процесс весь заканчивается. Один раз. Но пока течение жизни идет, всегда все решается, все найдется. Как ты к этому идешь, с чем ты идешь туда. Поэтому очень-очень важный момент в этом аспекте. Что ты несешь в коридор затмений? Вот с чем ты туда идешь? Подводи итог без сомнений, без колебаний, без страхов. Страхи, что делают страхи? Душат. И когда тебя страхи, твой страх один, другой, третий тебя душит, что ты делаешь? Ты не живешь, ты обслуживаешь свой страх. Разбирайся с этим, оставь, подведи итог. Великолепный, чудесный, гармоничный аспект. И вперед к этому коридору затмений. Делаю вам чудесное, прекрасное видео про коридор затмений. Ну, просто эта ось начинает работать, Телец, Скорпион. Это, вы знаете, это как гармония выстраивается. Это такое время, когда ты наполняешься нужными знаниями, знания, которые тебе уверенность дают, которые тебя расслабляют, которые тебе опору дают, а не знания, которые тебя куда-то уводят, какие-то делают тебе колебания. Нет. По Тельцу и по Скорпиону нет колебаний. Это хорошая ось. Начинает работать хорошая ось. И действительно, нас с вами ждут логично выстроенный следующий этап, на который мы с вами переходим, следующий год, 22 год, и год совершенно другого будет характера, совершенно другого будет плана. Ну что, мои хорошие, прекрасно, очень хотела вам сообщить о этом аспекте день в день с полнолунием. Поэтому, конечно, смело какие-то дайте себе обещания, дайте самому себе, не кому-то. Все начинается с самого себя. Самому себе какие-то обещания дать, самому себе какие-то слова сказать, в самого себя поверить. Аспект вот такой. Причем это будет очень неожиданно. И даже какое-то вокруг вас окружение скажет: ну, мы просто не ожидали, что он справится так, или что она так, ну надо же, вдруг она как-то так, или он так стал себя вести, он такие перемены сделал, она такие шаги совершенно по-другому. Мы даже не ожидали. Ну надо же, как на него что-то повлияло или на нее что-то повлияло. Даже ваше окружение вот так не ожидает от того, что с вами, какие перемены могут с вами произойти. Но в первую очередь все начинайте с самого себя. Самому себе
сказать те нужные слова, те нужные мысли и поверить в самого себя. Вот такой вот чудесный аспект. Ну и может быть сегодня или завтра сделаю чудесное, прекрасное видео о коридоре затмений, который открывается. Бесконечно вас уважаю. Уважаю. Но вы должны уважать себя. В первую очередь, каждый сам себя. Когда ты себя уважаешь, ты уважаешь всех. Спасибо всем за поддержку канала, спасибо за лайки, спасибо за просмотры. Я вас обнимаю, люблю и посылаю вам вот такую форму счастья. И мы с вами, начиная это полнолуние, вот в эту форму счастья будем собирать только положительное, только позитивное. А все, что будет рядом по жизни проходить негативное, будем отсюда отталкиваться, от того, что мы с вами в эту форму положили. Со всем остальным справляться будет очень просто. Когда у тебя много есть, вот в этой чаше много есть силы позитива. Тогда, конечно, все, что жизнь будет преподносить, тебе есть с чего вытащить, у тебя резерв есть. Ну что, обнимаю вас бесконечно и уважаю.